Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о разных моментах. Я уверена, что обсудить это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Ну что, друзья, давайте начнем. Я хочу выделить главные темы обсуждения, но скажу, что их будет намного больше. Самые главные темы. Чангук оставил автограф демобилизованному солдату. На обратной стороне вы можете увидеть автограф Чимина. Фанаты – детективы. Обсуждаем ситуацию. Мингю, Чангук и Дженни на свидании? Насколько можно доверять этой информации? Кому это выгодно? Чангук и Тэхён хотели покинуть компанию. Чимина в армию провожала его девушка. Это даже звучит глупо. И это лишь некоторые темы, которые я хочу обсудить с вами. Я не буду называть сейчас все, иначе так просто не будет интересно смотреть. Чангук оставил автограф демобилизованному сослуживцу. До свидания. Честно говоря, я просто увидела это фото и продолжила заниматься своими делами. Но через несколько минут зашла в Твиттер, и все в восторге начали писать, что Чимин и Чангук снова повсюду вместе. Сначала я ничего не поняла, но в следующем посте все объяснилось. Оказывается, на обороте можно увидеть автограф Чимина. Что творилось в голове у Чангука, когда он решил погладить обнаженную талию Чимина? Оказывается, Чангук купил сувенирную футболку в магазине каякинга и гребли в Коннектикуте и сразу же надел ее в домике отдыха, где они остановились. Эта футболка станет свидетелем всех их замечательных моментов. Корейские фанаты обсуждают фразу Чимина, которую иностранные фанаты не заметили из-за языкового барьера. Фраза Чимина была кокетливой и обращена к Чангуку. Чимин сказал Чангуку: «Ты хочешь, чтобы я устал от тебя?» Это явный флирт, он также имеет игривый и кокетливый смысл. «Я устал от тебя, так что могу спать спокойно», или «Ты следуешь за мной повсюду, я устал от тебя». Если это используют пары, то это значение носит такой смысл: «Ух ты так в меня влюблен, ты все время ходишь за мной по пятам, я устал так часто видеть тебя рядом со мной». И, конечно, это кокетливая шутка, человек, который говорит это, не устает от присутствия другого человека. Я так люблю такие моменты. Как сразу поменялся взгляд Чимина, когда он посмотрел на Чангука. Я так смеюсь с этих людей, они все еще не могут принять тот факт, что Чангук будет в шоу именно с Чимином. При этом они не против этого шоу, если с Чимином будет любой другой участник. Не могу смотреть, когда Чангук с Чимином. Почему не с Юнги? Надо, чтобы Тэхёна укусить.
Вот, кстати, я бы с огромным удовольствием посмотрела на путешествие Чангука с Юнги. Да хоть с Юнги, но не с Чимином. Не доверяю ему. Но если не доверяете Чимину, а провокации с его стороны будут, даже не сомневаюсь, то доверяйте Чангуку, пересмотрите проводы Тэхёна и его, Чангука, последний эфир, и все встанет на место, по крайней мере у меня так. Вывод, как всегда, один. Эти люди до безумия боятся Чимина, потому что стоит лишь ему попросить Чангука о чем-нибудь, то он сделает для него все без исключения. И давайте посмотрим правде в глаза. Соседи сейчас молятся, глядя на фотографию Тэхёна с Чангуком и друзьями Тэхёна, но в то же время они боятся повторения сценария, что Тэхён может снова оставить Чангука одного и улететь обратно. Потому что однажды Тэхён уже улетел один, с легкостью забыв о Чангуке. Тэхён бросил Чангука и улетел кататься на сноуборде с Вугой. И что более важно, Тэхён сделал это, даже не предупредив Чангука. В общем, если вы приятели, то это вполне возможный сценарий, но если вы партнеры по любви, то это тревожный сигнал. Если ваш любимый человек бросает вас и уходит развлекаться с друзьями, то вам не нужны такие отношения. В целом, если вы спросите мое мнение об этой поездке, то для меня самое главное, что наши ребята хорошо провели время. Кроме того, не забывайте о том случае, когда Тэхён позвал Чангука к себе. В это время Чимин был занят работой над альбомом. Чангук каждый раз приглашал Чимина к себе, иногда используя даже самые интимные и суперхитрые способы, как в тот раз в постели, когда он выглядел как бог, идол и самый горячий парень в мире, или в те моменты, когда Чангук соблазнял Чимина едой. Чангук практически умолял Чимина прийти каждый раз, когда выходил в эфир. Он не просил других участников приходить. Он не хотел видеть остальных участников, но ему всегда хотелось, чтобы Чимин пришел к нему. Это факт. И даже если Чимин не пришел, Чангук смотрел контент с ним и только с ним. Чангук даже написал, что тоже скучает, в ответ на сообщение Чимина о том, что он скучает по фанатам. Но что-то подсказывает мне, что Чангук скучал не по фанатам, а по Чимину. Я знаю, это немного болезненно, но для Чангука Чимин всегда будет приоритетом. И это то, что я вижу. Тэхён, как хороший друг, видя, что Чангук хочет привлечь внимание Чимина, но не получает его из-за большого количества работы над 2 альбомами, приглашает его к себе. Чангук думает, что это хороший способ отвлечься. И это не значит, что Чимин и Чангук не виделись все это время. Просто Чангуку требовалось гораздо больше внимания Чимина, чем тот мог уделить Чангуку. Представьте, что это чувствовал Чангук, который раньше был с Чимином каждый день на протяжении всей их карьеры, но сольная эра все меняет. И тут появляется Тэхён, который пытается отвлечь Чангука. Так что, опять же, я не вижу здесь ничего романтичного, это просто дружеский жест, который Тэхён сделал Чангуку. Вспоминаю тот день, когда Чимин сказал Чангуку: «Давай будем липкими вместе». Поговорим о слухе, который сейчас активно распространится. По слухам, Чангук ужинал с Дженни и Мингю перед службой в армии. Одна китаянка посетила ресторан, показанный во влоге актера Пак Сан Хуна, и случайно заметила там автограф Чангука. Она спросила Став, когда он приходил в последний раз, и ей ответили, что он был тут в конце прошлого года с Мингю и Дженни. Нетизен рассказал, что посетил ресторан «Барбекю», в котором увидел автограф Чангука. Я пришел в ресторан «Барбекю», о котором Пак Сон Хун рассказывал в своем видеоблоге, и неожиданно обнаружил там автограф Чангука.
Я спросил персонал, когда он приходил, и они сказали, что он бывал там много раз. Автограф был оставлен во время его первого визита. Сотрудники сказали, что Чангук приходил в ресторан в последний раз перед военной службой, и что его сопровождали Мингю и Дженни. Я был поражен, узнав об этом, потому что даже не знал, что Чангук и Дженни знакомы друг с другом. Я много раз перепроверял эту информацию у сотрудников, потому что это было так удивительно. Хотя ничего криминального в этом нет, возможно, кто-то уже говорил об этом раньше, но я не видел. Однако я все равно предпочту скрыть эту информацию в комментариях. И люди просто стали везде обсуждать это. Некоторые стали приписывать отношения Чангука с Дженни, другая часть людей стали кричать о том, что это может быть доказательством отношений Дженни и Мингю. К тому же, Мингю и Дженни и раньше подозревали в отношениях, потому что их часто видели в тех же местах и в одинаковой одежде. Еще одним доказательством стало присутствие сестры Мингю в японском ресторане, в котором в тот же момент была Дженни. Также Дженни посещала концерт Seventeen, а Мингю дружески общался с Лисой на мероприятии в Булгаре, а после они вместе станцевали челлендж на Rockstar. Я бы не стала обсуждать это, потому что мне все равно, кто с кем встречается, и я всегда просто молчу и желаю счастья, но в этой ситуации люди начали ненавидеть Чангука. Я попыталась хотя бы немного разобраться в этой ситуации, и оказалось, что только иностранные фанаты обратили внимание на эту ситуацию, потому что корейские фанаты убеждены, что все это ложь. Комментарии корейских пользователей. История о том, как они трое ходили в барбекю-ресторан, вранье. Поехавшая иностранная фанатка все придумала, а некоторые таблоиды подхватили ее писанину. Когда ее поймали на лжи, она сделала аккаунт приватным. Бумчери – обычный блогер, который публикует у себя слухи с Твиттера. Когда скандал, учиненный китайской фанаткой, раздулся, она сделала аккаунт приватным. Изначально не было никаких доказательств. Таблоиды подхватили ее историю. Такое ощущение, что автор слухов просто хочет внимания. И даже если это окажется враньем, она не станет убирать пост. Вот что случается, когда верите в безумные слухи китайских фанатов. Что за бред там написан? Не кормите троллей. А им обязательно нужно состоять в отношениях. Кажется, что они просто пошли поужинать вместе. Не знаю, что там с китайской фанаткой, но я подумала о дружбе ребят. Неужели в их трендовой маленькой голове не укладывается, что мужчина и женщина могут быть просто друзьями? О нет, мужчина и женщина замечены в одном месте. Они уже планируют детей. Чангук проверяет качество футболки Чимина, а не то, о чем мы все подумали. Мне так смешно, когда эта девушка с такой уверенностью начала писать, что Чимина провожала в армию его девушка. Так она еще и сказала в конце, что Чимину было грустно из-за разрыва с девушкой. Никто не знает, о чем думает Чимина, кроме русской девушки, Любани из ТикТок. Все скрытность, но в армию Чимина провожала его девушка. Все разбились мои мечты. С чего вы взяли? Присмотритесь к видео, когда провожали Чимина и Чангука, там девушка быстро ушла с кадра, а Чимин такой грустный ушел к Чангуку. А где вы это увидели? Я видела видео проводов в армию, найдите.
Я напоминаю вам о том моменте, когда Чимин сказал Чангуку: «Соберись поработать позже», и Чангук снял шорты Чимина. Стабильность. 없어, 이제 넌 나중에 일할 준비해. Соседи начали писать, что Чангук и Тэхён планировали не продлевать свои контракты, но пока не готовы к этому шагу. Я каждый раз удивляюсь, что соседи всегда знают такую личную информацию. Возможно, Тэхён и Чангук пишут им секретные сообщения и отправляют голубей, иначе у меня нет другого объяснения. За них бы дрались лучшие продюсеры, композиторы, лейблы. Думаю, они пока не готовы работать в паре так глобально хотя бы в силу того, что делать на себе карьеру, когда возможно там реальные отношения, очень тяжело. Я очень жалела, что Тэхён и Чангук продлили контракт. Они бы больше заработали в паре, и не надо было бы сидеть в этом грёбаном шкафу. Да, я знаю про нравы Кореи. Чангук тихо и отчаянно флиртовал по-своему. Перевод письма Чимина. Моим музам Арми. Арми, которых мне всегда хочется видеть. Я подготовил для вас несколько песен и хотел, чтобы вы их услышали. Не знаю, придутся ли они вам по вкусу. Я много работал над подготовкой альбома, поэтому буду признателен, если он вам понравится. Это лучшее, что я мог предоставить на этот раз, но с этого момента я буду продолжать делать все возможное. Стандарт качества будет расти и дальше. Пожалуйста, с нетерпением ждите этого. Я стану лучшей версией себя. Всегда люблю вас. Чимин. Я люблю детский восторг Чангука, который он испытывает, оказавшись в серендипити шарике Чимина, который ему устраивает еще большую сказку. Беря его руку в свою и разрешая ему тапнуть шарик, чтобы он раскрылся на сцене, явив всем фейский мир внутри. Вопрос: с кем бы ты хотел поменяться местами на один день? Тэхён отвечает: ни с кем. Я знаю все о всех, так что нет никого, с кем бы я хотел поменяться местами. Особенно с Чимином и Чангуком. Я знаю все их секреты, верно? Чангук ответа: боже, это верно, смеется. Обратите внимание на руки всех участников. Только Чангук и Чимин держатся за руки, и, кстати, это всего лишь репетиция. Они просто хотят держаться за руки, а мы все здесь лишние. Поговорим о том, как работает карма. Только что прочитала кое-что, что напомнило мне о том, что когда Чимин и Чангук летели в Японию, до того, как мы узнали, что они снимают шоу о путешествиях, куча антилюдей кричала о том, что Чангуку было очень некомфортно, когда Чимин прикасался к нему. А когда они приземлились, и Чимин опубликовал свою фотографию у входа в магазин,
Те же самые люди заявили, что это доказательство того, что момент в аэропорту был создан для камер, а Чангук, очевидно, бросил Чимина и ночевал в другом отеле. Мы не узнаем, что они делали после приземления до выхода шоу в эфир, но разве не забавно, что люди, которые ненавидят их вместе, придумывают самые драматичные причины, почему их не видели вместе, а потом через несколько дней, недель или месяцев мы узнаем, что они на самом деле были вместе. По сути, большую часть 2023 года люди придумывали самые безумные истории о том, что Чимин и Чангук никогда не были настоящими друзьями, и то, что их больше не видели в кармане друг друга, было доказательством их крайне вынужденного фан-сервиса. Однако этот год и конец прошлого были лишь напоминанием о том, что эти двое прекрасно ладят и общаются вне камеры. А теперь у них выходит шоу, посвященное тому, как весело они проводят время. Чангук забыл про всех рядом сидящих, проверяя размер, который показал Чимин. Ревнивый парень. Чимин на шоу The Tonight Show starring Джимми Фэллон. 5 ярких моментов из электрического исполнения Чимином песни Who на Фэллон. Участник BTS вернулся на позднюю ночь, чтобы исполнить сингл со своего второго сольного проекта. Чимин вернулся. Пока звезда мирового масштаба все еще отбывает обязательную службу в южнокорейских вооруженных силах, он недавно выпустил свой второй сольный проект – летний, солнечный альбом под названием Muse. Помимо записи второго полноценного альбома, перед отправкой в армию, Чимин подготовил для армии нечто особенное, предварительно записав живое исполнение главного трека альбома «Who» для The Tonight Show starring Джимми Фэллон. Смотрите видео, чтобы узнать о 5 самых ярких моментах этого уверенного выступления. Микрофон включен. Для любого, кто следил за BTS в течение какого-либо времени, живые выступления не должны быть сюрпризом, но голос Чимина звучал особенно четко во время этого выступления. Будучи участником вокальной линии, Чимин обычно берет на себя ответственность за партии в более высоком вокальном диапазоне. Когда же он выступает самостоятельно, то предпочитает оставаться в этом же пространстве. Даже несмотря на интенсивную хореографию, которую требует песня Who, и отсутствие пауз, которые он мог бы получить, выступая с остальными участниками группы, он звучит сильно и уверенно на протяжении всего выступления. Это семерка, снова. На протяжении всего выступления Чимина поддерживают как танцоры-мужчины, так и танцоры-женщины. Но когда приходит время блеснуть парням, Чимина поддерживают ровно 6 из них, что напоминает построение, которое так часто используют BTS, когда все 7 участников группы вместе на сцене. В этом есть что-то знакомое, что сразу же узнается зрителями, и даже может показаться немного уютнее для Чимина тоже. Чудо одного дубля. Возможно, пытаясь передать ощущение максимально живого выступления, исполнение Чимином Who построено так, чтобы выглядеть как один дубль. Единственное место, где может быть скрыта обрезка, примерно через 2 минуты, когда камера зависает над Чимином и приближает его куртку, но в целом видео с нескольких камер выглядит очень убедительно. Если он сам не смог приехать в 30 Rock, чтобы сделать все это вживую, то это, похоже, лучшее, что можно сделать. Мир и многое другое. Хотя в прошлом BTS не раз баловались англоязычными песнями, а в песне Чимина Like Crazy тоже было довольно много английского, хуже полностью на английском языке. Песня Who написана совместно с надежными соавторами BTS, P-Dog и X-Loop, а сопродюсером выступил Джон Биллион. В другой части эпизода Джимми Фэллон рассказал, что столкнулся с Чимином, когда тот был в США, работая над Muse, и ему посчастливилось услышать раннюю версию песни. Песня Who запоминающаяся и доступная, и кажется, что это последний шаг BTS на их индивидуальном пути к глобальному успеху. Встреча с музой. После того,
как Чимину посчастливилось побывать на промо-акциях его первого альбома Face. Очень интересно наблюдать за развитием событий между Like Crazy и Who. Причем последняя песня стала идеальным мостом, соединяющим его первый сольный проект с нынешней эпохой. У Чимина довольно широкий диапазон, он с одинаковой легкостью справляется как с веселыми, успокаивающими треками, так и с более драматичными или интроспективными номерами, такими как Lie или Set Me Free. Это выступление – идеальный якорь для этой главы его сольной истории. Я очень одержима этим моментом. Участники в прямом эфире. Чангук, и это его. Дорогой, я пошел в твое личное пространство, и Чимина совершенно не беспокоит тяжесть на нем, как раз наоборот, они полностью в своей зоне комфорта. Просто немного интересных рассуждений о природе отношений Чимина и Чангука. Не могу соврать, что платонические отношения Чимина и Чангука были бы для меня самым безумным поворотом событий. Лол. Может, они и не пара, и никогда не были парой, но платонические отношения. Это кажется маловероятным. Не поймите меня неправильно, я прекрасно понимаю, что их реальность не совпадает с моими предположениями об их жизни, но каждый раз, когда я думаю о самом минимуме их моментов, я не могу прийти к другому выводу. Вы можете рассказать кому-то о горстке их моментов, и все равно предположение будет таким: у них что-то происходит, верно? Потому что их взаимодействие происходит следующим образом. Посасывание уха, засос на шее, совместный призыв в армию, совместное путешествие по миру просто так, умоляя голыми или полуобнаженным приглашением к себе домой, или часы, проведенные в постели друг друга без дела. Кокетливые пожелания на день рождения, перелет из одной страны в другую менее чем на день, чтобы отпраздновать день рождения, путешествие, чтобы провести время, эмоционально перестраиваясь вместе. Или часы, проведенные вместе, говоря о своей страсти к музыке, часами на многочисленных прямых трансляциях, говорят о том, что хотят проводить время друг с другом, предпочитают спать в чужих кроватях, а не в своих. Несмотря на то, что знают друг друга не слишком долго, празднуют день рождения другого в кругу семьи без него, просто потому что говорят, что самое лучшее, когда просыпаются утром, это видеть лицо другого. И это не считая того, как другие участники раздували пламя. Тэхён ухмылялся, когда говорил, что Чангук не разрешил Чимину в участии эфира Тэхёна. Все участники подшучивали над Чимином, говоря, что самое лучшее для него – просыпаться и видеть лицо Чангука. Хасок говорил, что Чангук обычно отвечает за музыку, когда Чимин раздевается. Хасок и Намджун обсуждали туристическое поведение Чимина и Чангука. То есть, конечно, никто из нас не может с уверенностью сказать, что что-то происходит, но все эти моменты были получены непосредственно из источника. Здесь нет очков шипера. Очки шипера – это если бы я добавила, что они тусуются в тот год в белый день. Почему? Потому что друзья могут и часто проводят вместе праздники. Я бы сказал, что Чангук был единственным участником, который общался с друзьями Чимина во время тура. Почему? Потому что друзья могут и часто объединяют социальные группы. Предвзятость коренится в том, что мы не принимаем ничего за чистую монету, а вместо этого предполагаем истину, основываясь на том, какой мы хотим ее видеть. Если бы я относилась к ним слишком предвзято, я бы смотрела на каждый текст песни и каждый их поступок и утверждала, что это признак того, что у них романтические отношения. Но я так не делаю.
Я просто наслаждаюсь их контентом, и меня задевает то, что они ведут себя так, как ведут. Я бы даже поверила, что они платонические родственные души. Настолько хорошо они подходят друг другу, но если это так, то зачем они прильнули друг к другу? Да, именно такие мысли посещают мою голову по поводу связи Чимина и Чангука. И я знаю, что Are You Sure обязательно вызовет еще больше вопросов, потому что, какими бы низкими ни были мои ожидания, ведь это документальный фильм на платформе для семейного просмотра, они всегда делают что-то, что заставляет меня нахмурить брови. Чон Чимин. Он ни разу не отверг этих слов. Он просто согласен. John Jimin. 전 지민?